1984 году египетский фермер расчищал поле неподалеку от деревни Абидос. Обычная работа, обычное утро в египетской пустыне. Лопата уперлась во что-то твердое. Не камень. Дерево. Обшивка, уходящая вглубь под метровый слой спрессованного песка. Когда он позвал археологов, и те раскопали участок, стало ясно. Под полем лежат корабли. 14 деревянных судов, законсервированных в кирпичных ямах. До ближайшей воды 12 километров. Возраст кораблей — 5000 лет. Они старше пирамид Гизы. И по сей день никто не может объяснить, как они оказались в пустыне. В этом выпуске 5 кораблей, каждый из которых был найден там, где его не должно быть. В пустыне, в кратерном озере без выхода к морю, на дне, куда никогда не проникает кислород, в горах у границы Турции и Армении. Каждый задает один и тот же вопрос – как? И каждый раз ответ либо переписывает то, что мы знали о торговле древнего мира, либо переписывает географию, либо переписывает саму хронологию человеческой истории. Это не список курьезов. Это аргумент о том, что наше представление о прошлом устроено неправильно. Начнем с египетской пустыни. Находка первая. Абидосские корабли. Флот, захороненный раньше пирамид. В 1984 году американский египтолог Дэвид О'Коннор из Пенсильванского университета начал систематические раскопки в Абидосе, городе, который в Древнем Египте считался воротами в загробный мир. То, что он обнаружил на краю пустыни, не укладывалось ни в одну из существующих категорий египетской археологии. 14 деревянных судов, каждая длиной от 18 до 29 метров, были намеренно уложены в отдельные кирпичные ямы и засыпаны. Датировка показала, погребение совершено около 3400 года до нашей эры, за 100 лет до строительства первой пирамиды. Это старейший известный флот в истории человечества. Состояние кораблей было таким, что ученые смогли восстановить детали конструкции с высокой точностью. Обшивка выполнена из кедра, дерева, которое в Египте не растет. Ближайший источник кедра в ту эпоху – Ливан, более 1000 километров по морю. Это означает, что корабли были не построены на месте, а доставлены или собраны из привозного материала. Свидетельство торговых связей, которые по прежним представлениям возникнут лишь несколько столетий спустя. На бортах сохранились крепления для весел и такелажные узлы. Суда были полностью снаряжены и готовы к плаванию на момент захоронения. Зачем хоронить готовый к работе корабль? О'Коннор выдвинул гипотезу, которая с тех пор остается наиболее цитируемой. Корабли могли служить ритуальным транспортом для фараона в загробный мир. Египетская религия этого периода действительно помещала путешествие умершего царя на корабле в самый центр погребального обряда. Но здесь возникает противоречие, которое ни один исследователь не закрыл. В более поздних захоронениях египтяне использовали деревянные модели кораблей, искусно выполненные, детальные, иногда с фигурками гребцов. Логика ритуала это позволяла. Зачем же здесь, в 3400 году до нашей эры, закапывать настоящие суда из привозного кедра, полностью снаряженные, длиной почти в 30 метров? Деревянная модель стоила бы несопоставимо меньше. Ответа нет. Есть деталь, которая делает эту находку еще более неудобной. Корабли лежат в 12 километрах от Нила, от любой воды, по которой они могли бы плыть. Это не берег высохшего водоема. Это пустыня, которая была пустыней и в 3400 году до нашей эры. Чтобы доставить 14 судов длиной до 30 метров в это место, потребовалась бы организация труда, которую мы привыкли ассоциировать со строительством пирамид. Но пирамиды появятся позже. Кто обладал таким ресурсом до их появления и почему он был потрачен именно так, остается открытым вопросом. Есть во всем этом нечто, что не укладывается в привычную картину древней цивилизации как чего-то медленного, постепенного, примитивного.
Люди, которые 3400 лет назад везли кедр из Ливана, строили 30-метровые суда и закапывали их в пустыне с хирургической аккуратностью, это не ранние египтяне в том смысле, в котором мы иногда представляем их себе. Они решали задачи такого масштаба, что организационная система за ними должна была быть не менее сложной, чем та, что позже возведет Карнак. Мы просто нашли доказательства позже, чем ожидали. Как думаешь, если бы не случайная лопата в 1984 году, сколько еще таких флотов могут лежать под египетским песком прямо сейчас? Находка вторая. Улубурун. Корабль, который переписал Бронзовый век. Летом 1982 года турецкий ныряльщик с загубками Мехмед Чакыр погружался у мыса Улубурун на юго-западном побережье Турции. Обычный рабочий маршрут вдоль скальной стены, уходящей в воду. На глубине около 44 метров он заметил предметы, которые принял за металлолом. Плоские овальные слитки, покрытые морскими отложениями. Он сообщил об этом в местный музей. Когда туда прибыли водолазы Института морской археологии под руководством Джорджа Басса из Техасского университета A&M, стало ясно. Они нашли торговый корабль XIV века до нашей эры, примерно 1360-1320 годов до нашей эры. Судно лежало на глубине от 44 до 61 метра, раздавленное собственным грузом о скальный склон. Раскопки продолжались 11 сезонов, с 1984 по 1994 год. За это время со дна подняли более 18 тысяч артефактов. Груз корабля – это то, что делает Улубурун одной из важнейших археологических находок XX века. 10 тонн медных слитков с Кипра, олово из Афганистана, эбеновое дерево из Африки, янтарь с берегов Балтийского моря, слоновая кость из Сирии, зубы гиппопотама, голубой египетский фаянс, стеклянные слитки из Месопотамии, золотой скоробей с картушем египетской царицы Нефертити. На одном корабле, в одном трюме, товары из 10 различных цивилизаций, разбросанных от берегов Балтики до берегов Нила. Масштаб этой торговой сети не просто удивляет, он опровергает школьный учебник. Бронзовый век в упрощенном изложении выглядит как эпоха изолированных культур, которые медленно налаживали контакт. Улубурун показывает иное. Около 1360 года до нашей эры один торговец на одном судне вез одновременно медь из Восточного Средиземноморья, олово из Центральной Азии и янтарь из Северной Европы. Это не случайный набор. Это маршрут, логистика, партнеры в разных портах, кредит, договоренности. Это торговая система, которая требовала дипломатии, единых стандартов веса и мер, общего языка для коммерции. Джордж Басс назвал Улубурун розетским камнем позднебронзового века, и это не преувеличение. Среди 18 тысяч артефактов были не только товары, но и личные вещи тех, кто находился на борту. Деревянные таблички для письма, покрытые слоем воска. Инструмент, которым кто-то вел учет груза или переписку. Бронзовые весы с набором гирь, точно соответствующих египетским торговым стандартам. Свидетельство того, что на борту был человек, умевший работать в нескольких системах измерения одновременно. Золотой скоробей Нефертити – слишком ценный предмет для рядового груза. Скорее всего, был личным амулетом или дипломатическим даром, предназначенным конкретному адресату в конкретном порту. Это не безликий трюм с обезличенными товарами. Это вещи конкретных людей, которые жили, торговали и погибли здесь около 1360 года до нашей эры. Их имена мы не знаем, но 3000 лет спустя мы держим в руках их весы. Остается вопрос, на который груз отвечает лишь частично. Кому принадлежал этот корабль и откуда он шел? По типу конструкции судно, вероятно, левантийское или кипрское, но маршрут восстановить невозможно. Корабль затонул раньше, чем достиг порта назначения, и унес свою историю на дно. 1300 лет до нашей эры
Глубина 60 метров, скальная стена и 18 тысяч предметов, каждый из которых прошел тысячи километров, прежде чем оказаться здесь. Если этот канал тебе интересен, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы разбираем только задокументированные факты, без теории о пришельцах и без дешевой сенсационности. Идем дальше. Находка третья. Черноморский корабль. Идеальная сохранность на невозможной глубине. В 2017 году британско-болгарская экспедиция Black Sea Maritime Archaeology Project работала в международных водах Черного моря с дистанционно управляемыми подводными аппаратами. Команда под руководством профессора Джона Адамса из Саутгемптонского университета искала следы доисторических береговых линий, территорий, затопленных в конце последнего ледникового периода. На глубине 2000 метров аппараты зафиксировали силуэт. Это оказался торговый корабль I-III веков нашей эры, предположительно древнеримской или позднеэллинистической постройки. Он лежал на дне нетронутым. Слово «нетронутым» здесь требует уточнения, потому что оно означает нечто с трудом поддающееся осмыслению. Деревянный корпус сохранен, весло на месте, мачта стоит, такелажные снасти различимы. Корабль выглядел так, словно лег на дно не 2000 лет назад, а несколько десятилетий. Причина этому – уникальная химия Черного моря. На глубине ниже 150-200 метров в нем практически нет растворенного кислорода. Без кислорода не живут аэробные микроорганизмы, те самые бактерии и грибки, которые в нормальных морских условиях разрушают органику за столетия. На глубине 2000 метров в Черном море дерево может пролежать нетронутым тысячелетиями. Джон Адамс назвал найденное судно одним из наиболее полно сохранившихся античных кораблей в мире, и у этого утверждения нет конкурентов. Этот корабль оказался не единственным. За время той же экспедиции аппараты зафиксировали более 60 затонувших судов, от античных до османских, охватывая 1500 лет черноморского судоходства. Все они в разной степени сохранности, но каждая несравнимо лучше, чем любой аналогичный корабль, поднятый со дна в обычных морских условиях. Дно Черного моря оказалось не просто местом гибели кораблей, а случайным архивом. Анаэробная среда законсервировала историю целой эпохи так, как не смог бы ни один музей в мире. Большинство этих судов никогда не поднимут. И именно поэтому они останутся нетронутыми еще через 1000 лет. Находка поставила перед исследователями вопрос, который пока не имеет ответа. Что везло это судно и куда оно направлялось? Груз не идентифицирован, маршрут не установлен. Черноморская торговля первых веков нашей эры была активной. Зерно, рыба, рабы, металлы шли через этот бассейн в обоих направлениях. Но конкретный корабль хранит молчание. Его трюм либо пуст, либо содержимое не поддается дистанционной идентификации без подъема. А подъем на поверхность с 2000 метров при отсутствии кислорода в воде означает, что стоит судну оказаться в насыщенной кислородом среде, разрушение начнется немедленно. Сейчас оно в безопаснее всего там, где лежит. В этом есть своя жестокая логика. Лучший способ сохранить единственный в своем роде артефакт – не трогать его. 2000 метров темноты и отсутствие кислорода защитили этот корабль лучше, чем любой музей. Он лежит там сейчас, с поднятой мачтой, с веслом на борту, в полной темноте, при давлении в 200 атмосфер. Где-то в его трюме, возможно, остались товары, которые расскажут о торговом маршруте II века нашей эры. Мы об этом, вероятно, никогда не узнаем, если только не придумаем способ исследовать его, не разрушая. Какая деталь в этой находке кажется тебе наиболее невероятной? Корабль с поднятой мачтой через 2000 лет или то, что мы до сих пор не можем его поднять? Находка четвертая. Корабли Неми. Дворцы на воде в кратере вулкана. В 30 километрах к юго-востоку от Рима лежит небольшое кратерное озеро Неми,
круглый водоем диаметром около 1,5 километров, заполнивший жерло потухшего вулкана. Оно не соединено ни с одной рекой, ни с одним морем. Это замкнутый водоем в кольце холмов. И именно на его дне, в 37 году нашей эры, римский император Калигула велел поставить 2 корабля. Не спустить на воду, поставить. Местные рыбаки знали о них с древности и периодически поднимали со дна отдельные фрагменты. Бронзовые детали, черепицу, куски мрамора. Полноценные раскопки стали возможны лишь в 1932 году, когда по приказу Муссолини озеро было частично осушено. Когда вода ушла, исследователи увидели 2 судна длиной 71 и 73 метра. Эти размеры необходимо осмыслить в контексте. Средний боевой линейный корабль эпохи Наполеона около 65 метров в длину. Корабли Неми были больше. В первом веке нашей эры, но размер не самое странное. Внутри этих судов находилось то, что итальянские археологи описывали с нескрываемым изумлением. Мраморные полы с инкрустацией, система отопления с теплым воздухом в полостях под настилом, свинцовые трубопроводы с горячей и холодной водой, бронзовые головы волков и медуз, декоративные элементы, украшавшие борта. На одном из кораблей обнаружили вращающиеся платформы с шариковыми подшипниками из бронзы. Принцип шарика-подшипника в Европе официально переоткроют лишь в XV веке. На корабле Калигулы он существовал в первом. Официальная версия назначения кораблей – плавучие дворцы для религиозных церемоний у святилища Дианы, расположенного на берегу. Историки Светоний и Дион Кассий писали о невероятной роскоши флота Калигулы, не вдаваясь в детали. Эта версия объясняет роскошь, но не объясняет главного – как корабли длиной более 70 метров оказались в озере без выхода к морю. Сборка на месте из доставленных материалов технически возможна, но потребовала бы масштабной логистики через горные дороги. Полный разбор корабля, переноска по частям и повторная сборка возможно, но зачем? Ни один из историков, работавших с источниками, не нашел прямого описания того, как именно суда оказались в кратере. Этот вопрос остается без документального ответа. История попыток добраться до кораблей Неми – отдельный документальный сюжет, растянувшийся на 5 веков. Архитектор и ученый Леон Батиста Альберти предпринял первую задокументированную попытку поднять суда еще в 1446 году с ныряльщиками и примитивным подъемным механизмом. Со дна удалось извлечь лишь несколько фрагментов дерева и бронзы. В XVI веке кардинал Алессандро Форнезе организовал вторую попытку. Результат тот же. К XX веку насчитывалось не менее 7 задокументированных экспедиций, каждая из которых добывала фрагменты, но не суда целиком. Это означает, что на протяжении 500 лет ученые, аристократы и церковные иерархи знали, в кратерном озере в 30 километрах от Рима лежит нечто, не поддающееся ни подъему, ни объяснению. В 1934 году оба корабля перенесли в специально построенный музей на берегу озера. Там они простояли 10 лет. В мае 1944 года, во время отступления немецких войск из Италии, музей загорелся. Обстоятельства пожара до сих пор оспариваются – поджог или случайное возгорание. К утру от кораблей остались угли и металлические детали. 2000 лет пролежавшие на дне озера, они не пережили одной ночи 1944 года. Сегодня в восстановленном музее стоят масштабные реконструкции. Оригиналы существуют только в чертежах, фотографиях и описаниях. Какой из 5 кораблей этого выпуска удивил тебя больше всего? Напиши в комментариях, читаю каждый. Если еще не подписан, сделай это сейчас. Следующий выпуск уже в работе, и там материал не менее неожиданный. Находка 5. Дурупленар. Форма ковчега на высоте 4000 метров. В 1960 году капитан турецких ВВС Ильхан Дурупинар выполнял плановый аэрофотосъемочный полет над горой Арарат для натовских картографических нужд.
Просматривая снимки, он обратил внимание на образование на высоте около 4000 метров над уровнем моря в 29 километрах от вершины Арарата. На фотографии отчетливо читался симметричный контур длиной около 170 метров и шириной около 50 метров с килеобразным выступом по центральной оси. Дурупинар опубликовал снимки в американском журнале Life. Соотношение сторон и форма соответствовали библейскому описанию Ноева ковчега настолько точно, что это немедленно стало предметом международного внимания. Первая научная экспедиция прибыла на место в 1967 году. Американский геолог из Огайского университета осмотрел образование и дал заключение. Естественная скальная формация, сформированная геологическими процессами на склоне вулканического происхождения. Форма объясняется движением горных пород. Это заключение по-прежнему остается позицией большинства геологов. Но история на этом не закончилась. В 1986 году американский исследователь Рон Уайт и британский геофизик Дэвид Фассольд провели на объекте собственные исследования с применением металлодетекторов и радарного зондирования. Они зафиксировали регулярно расположенные металлические включения, которые интерпретировали как крепежные элементы и органический материал в структуре образования. Турецкое правительство в 1987 году объявило территорию вокруг Дуруплинара национальным парком и памятником. Здесь необходимо сказать прямо то, что часто теряется в обсуждении этого объекта. Выводы Уайта и Фассольда не прошли рецензирование в профессиональных научных изданиях. Их интерпретация металлических включений как крепежных элементов оспаривается геологами, которые объясняют те же данные минерализации породы. Мейнстримная наука считает Дуруплинар природным образованием. Вместе с тем, ни одна комплексная научная экспедиция с современным оборудованием не провела здесь полного исследования с публикацией всех первичных данных. Споры не закрыты не потому, что доказана рукотворная природа объекта, а потому что полноценного опровержения тоже нет. Это редкая ситуация в современной науке. Объект достаточно значимый для статуса национального парка, но недостаточно исследованный для окончательного вывода. Есть деталь, которую обе стороны спора предпочитают не акцентировать. Книга «Бытия» описывает ковчег в конкретных размерах – 300 на 50 локтей. При стандартной для ближневосточной антиквити длине локтя в 44-46 см это около 135-137 метров в длину. То есть дуруплинарское образование на 30 с лишним метров длиннее, чем библейский ковчег по тексту. Сторонники версии об ковчеге объясняют это деформацией конструкции под давлением горных пород за тысячелетия. Геологи говорят, что размер и асимметрия как раз типичны для природных образований в зонах тектонических сдвигов. Гора Арарат расположена в приграничном военном районе на пересечении Турции, Ирана и Армении. Любая экспедиция требует специального разрешения, получить которое удается не каждой научной группе. Это обстоятельство ничего не доказывает и не опровергает, но объясняет, почему вопрос остается открытым десятилетиями. На высоте 4000 метров среди вулканических пород Восточной Турции это образование продолжает существовать вне зависимости от того, что мы о нем думаем. Симметрия его формы реальна. Вопрос только в том, создала ее геология или человек. И если второе, это означало бы, что несколько тысяч лет назад кто-то поднял деревянную конструкцию длиной в 170 метров на высоту, где воздух разрежен настолько, что современные альпинисты используют кислородные маски. И если первое, это означает лишь то, что природа иногда создает формы, неотличимые от человеческого замысла. Оба варианта по-своему неудобны. Пять кораблей. Египетская пустыня в 12 километрах от воды. Средиземноморское дно с грузом из 10 цивилизаций. Черноморская бездна, где дерево не гниет 2000 лет. Кратерное озеро без выхода к морю, где стояли дворцы на воде. Горный склон в 4000 метрах над уровнем моря с формой, которую невозможно объяснить неуверенным «да», неуверенным «нет». Общее между ними – не тайна ради тайны. Общее –
Это провал между тем, что мы знаем о прошлом, и тем, что эти объекты молча демонстрируют. Мы привыкли думать о прогрессе как о прямой линии. От простого к сложному, от изолированного к связанному, от примитивного к развитому. Улу-Бурун показывает, что в 1360 году до нашей эры один торговец связывал Балтику с Нилом в одном трюме. Абидосские корабли показывают, что за 100 лет до первой пирамиды кто-то обладал организационным ресурсом, достаточным для строительства флота из привозного кедра и его ритуального захоронения в пустыне. Корабли Неми показывают, что в первом веке нашей эры существовали технологии, которые Европа официально изобретет заново через 1500 лет. Линия прогресса не прямая. Она петляет, обрывается, начинается заново. Знание теряется, возможности исчезают вместе с цивилизациями, которые их породили. Где-то на дне Черного моря прямо сейчас стоит мачта торгового судна II века нашей эры. В абсолютной темноте, при давлении 200 атмосфер, без кислорода и без времени. Весло лежит на борту там, где его оставил последний член команды, за мгновение до того, как корабль пошел ко дну. Ни один человек не видел этого судна живым уже 18-19 веков. Оно ждало, пока мы не придумали машины, способные опуститься к нему. И когда мы это сделали, оно оказалось в лучшей сохранности, чем большинство кораблей, стоящих в музеях на поверхности. Какой из этих 5 случаев сильнее всего меняет твое представление о древнем мире? Не о конкретном корабле, а о самом представлении. Напиши в комментариях.